Какие типы игроков бывает в покере? Сейчас еноты разложат все по полкам. В первой сессии енот всего лишь неопытный новичок. Он с трудом понимает, что вообще происходит за столом. Но вот он понемногу осваивается, запоминает комбинации и ходы, смотрит уже не только в свои карты. Он берет уроки у более опытного друга енота, смотрит видеокурсы и понимает, что нужно действовать с небольшим количеством лап, но агрессивно. Собственно, тайтово-агрессивная стратегия — единственный вариант для новичка. Используем до 30% лап и ставим, рейзим, давим на оппонентов. Енот начинает присматриваться к соперникам и видит, что не все играют так же, как он сам. И вот сидит очень сильный игрок, который действует еще агрессивнее, но на вскрытии иногда показывает странные лапы, которые сам енот не разыгрывает. Все потому, что оппонент лаг, то есть лузово-агрессивный профи или акула. Он использует до 35% лап. Как он с такими широкими спектрами побеждает? А он просто лучше понимает покер и диапазоны, умеет вовремя надавить и заставить соперника сбросить карты. Енот отмечает, что хотел бы быть таким же. Но для этого нужно еще многому научиться. А вот еще соперник тоже рейзит и ставит постоянно, но показывает вообще нелепые лапы. Он может наколотить в глупых all-инах огромный стэк, но к концу сессии раздает все фишки. Так это же фиш-маньяк! Экстремальный лаг может использовать хоть все лапы и, естественно, проигрывает на дистанции. Нужно запомнить эту морду, чтобы почаще играть с ним за столом. Это самый выгодный тип соперника. А вот еще один енот, который разыгрывает очень много лап. Но, похоже, его цель — просто посмотреть флоп и сдаться, если не попал в доску. Это лузово-пассивный любитель — Кит. Он медленно, наверное, отдает фишки, так что с ним придется посидеть подольше. И последний оппонент за столом, кажется, вообще не играет. Просто сидит. А нет. Вот он объявляет 3-бет, при этом впервые за 50 раздач входит в игру. А у енота всего лишь пара четверок. Похоже, соперник Нит, который разыгрывает только самые сильные комбинации. Надо выбрасывать? Большинство непарных сочетаний отправляем в фолд, а вот четверки енот закалирует в надежде на сет. Ведь у Нита такой сильный диапазон, что он почти всегда оплатит нац. Но в целом играть против Нитов — одно удовольствие. Они безропотно отдают блайнды, а их лапы почти всегда легко читаемы. Не будьте фишами и нитами, будьте тагами и вырастайте в настоящих профессиональных лагов.